Всем привет! На связи Алексей Мамонтов и компания PandaWay. Друзья, мы приехали на нашу гоночную трассу. Нашему чемпиону с прошлого заезда электромобилей, на который сейчас выскочит ссылочка, сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Александр из Шэньчжэня, владелец электромобиля Changan E-Star, сделал вызов нашему чемпиону. И сегодня мы проверим, какой электромобиль окажется быстрее и шустрее. Два электромобиля бюджетного класса, Changan E-Star и JAC AEV6. Вот он, наш первый участник, Александр, автомобиль Changan E-Star. Ну что, друзья, оба наших участника в сборе. Сегодня мы сделаем тесты в разных скоростных режимах. Это будет Long Range, это будет эконом и это будет спорт. Ну что, Антон, ты готов? Готов. Разница в мощности электромоторов всего лишь 10 киловатт. Для электромобиля это все-таки существенная разница. И сегодня мы протестируем, насколько она существенная. Поэтому не переключаемся. Ну, а по традиции в конце вас ждет отзыв от владельца, от Александра. Александр расскажет вам, каково стать счастливым обладателем электромобиля. Первый заезд у нас будет в режиме Long Range, самый медленный режим. В данном режиме автомобили набирают максимальную скорость 60-75 километров, примерно так. На красном джаке у нас чемпион прошлого нашего заезда Антон. Антон, покажи нам, что ты не обманываешь нас. Не обманываю. Что у тебя режим стоит в Long Range. Long Range. Есть Long Range. Александр на автомобиле E-Star. Где у нас режим Long Range? Включен. Ага, он у тебя через меню, да, включается? Да, доступен только... Внешне нету кнопочки на Long передаче Range. Drive, да, и можно его включить в меню, можно проехать на нем по заявлениям производителя 350 километров. 350. 300. Все, отлично. Готов? Готов? Поехали! Итак, Александр оторвался, 10 киловатт плюс к мощности автомобиля все-таки сыграли свою роль. Антон остался немножечко позади. Сейчас наши участники приедут, переключим режимы автомобилей в режим Drive, в стандартный режим, и посмотрим, как покажут себя автомобили в этом режиме. Теперь в обычный Drive, эконом режим, переключаемся. Что у нас там? Где отображение? Вот у нас драйв здесь. Здесь сняли, да, просто? Режим Drive, сняли бегунок. Готов? Готов? Поехали! Смотрите, почти они вместе идут. Отрыв совсем небольшой. Совсем небольшой отрыв, но он есть. Против физики не попрешь, как говорится. Сейчас посмотрим, что произойдет в режиме спорт, но я думаю, результат будет тот же самый. Но тем не менее, мы должны это проверить, протестировать. Ну, уже интересней, в экономе уже поближе друг к другу. Меньше был, да, разрыв, я заметил. Сейчас попробуем про спорт, но все равно я знаю, на что я подписался. Так, ну и теперь ставим на спорт режим. Переключился. Переключатель на спорт режиме. Здесь спорт режим вот здесь отображается. Готов? Готов? Поехали! Ну, опять же, небольшой отрыв, но он есть. E-Star уходит вперед и становится нашим победителем. Чего и следовало ожидать. E-Star ушел вперед. Двигатель у E-Star 55 киловатт. У JAC AEV6 двигатель 45 киловатт. Ну, соответственно, как я говорил, против физики не попрешь. E-Star становится нашим победителем. Ну а если вы, дорогой зритель, также проживаете недалеко от Шэньчжэня и у вас есть бюджетный электромобиль, напишите нам, приезжайте, и мы устроим гонку с нашим действующим чемпионом. Ну а сейчас давайте послушаем рассказ Александра о электромобиле Changan E-Star, который он купил новый из салона. Почему он сделал выбор именно на этом электромобиле, какие его плюсы, какие минусы.
Сейчас вы все это услышите, поэтому не переключайтесь. Александр, ну расскажи про машину. Какие положительные черты, которые выявил за эти 1,5 месяца? Сложный вопрос. Одни положительные впечатления просто складываются пока что. Каких-то отрицательных и проблемных моментов замечено не было. Радует, конечно, то, что я могу зарядиться быстро, если мне это понадобится. Fast Charge у нее сзади, открывается из салона, да. При желании можно зарядить за полчаса на 50%, как заявляет производитель, от 30 до 80. Вот. Ну, чего должно хватать на 150 километров. Максимально через этот порт она заряжает с мощностью 40 киловатт в час. То есть при батарейке 32 киловатта как раз к концу зарядки она начинает уменьшать мощность, поэтому когда разряженная батарея она берет 40 киловатт, потом в конце уже начинает снижать эту мощность. Вот. Стандартная зарядка? Стандартная зарядка где-то 8,5 часов, она 16-амперная. На ночь, спереди, да? на ночь поставить, да, спереди под эмблемкой, они спрятали ее. Вот, здесь стоит стандартная зарядка. Тоже все с салона открывается, да. Вот. Интересное решение, мне кажется. За значком спрятанное так. Оригинально. У тебя вообще какой стоял выбор перед покупкой автомобиля? На что смотрел, на что вообще рассматривал? Смотрели, во-первых, совместный был выбор, потому что вместе с женой выбирали. Она принимала очень активное участие, подбирая конкурсантов на этот выбор. Вот. А смотрели, чтобы это была новая машина, не выходила за рамки какого-то определенного нашего бюджета, который мы перед собой поставили, и чтобы не смотрелось как-то дешево, что ли, современной была. Потому что тот же BYD E1 смотрится достаточно в старом дизайне. Oro R1 смотрели, какое-то время даже рассматривали Cherry EQ, которая электрическая. Да, в принципе, те же 300 километров, но салон слишком маленький, неудобный, некомфортный. Какие цвета бывают? Белый, но белый как бы он будет у всех. Нам хотелось хоть чем-то отличаться. Красный не понравился, а вот этот зеленый, прям такой яблочный. Зашел сразу. Да, зашел сразу. До этого какая машина у тебя была? Я здесь в Китае арендовал машину какое-то время. Volkswagen, да, Jetta был. По размеру Volkswagen примерно такой же, как это. Ну, он больше, внутри, он в салоне. Длиннее. Нет, я имею в виду салон сам. Салон, ну, салон немножко шире, мне кажется, потому что внутри у него задний ряд сидений, там, наверное, полноценно поместится 3 человека, а здесь поместится 3 худых человека. Ледовские фарки, это ходовые огни светятся, можно включить габарит. И дальний. И вот дальний, это ближний. И сейчас дальний. Это ближний. Ближний? Да. И вот это дальний. Колеса 15-дюймовые, да? Колеса 15-дюймовые. У тебя максимальная комплектация, да, стоит? Колеса точно такие же. Минимальная от максимальной комплектации отличается только бортовым компьютером и дисплеями установленными, а также наличием Wi-Fi роутера, который может раздавать интернет пользователям в машине. Булин не рассматривал? Булин ценой он покупает, но размерами нет. Я думаю, у него есть определенное ограничение по скорости. Технические характеристики тебя устраивают здесь? Хватает мощности? Да, полностью. Здесь этих 74 лошадей, которые образуются с 55 киловаттного двигателя, хватает с головой на все. У электромобиля постоянно есть эта мощность, она есть всегда в любой нужный момент. Ты знаешь, что у тебя всегда есть этот запас. Вот сейчас мы едем, а он расходует 10-15% мощности. Вот. Но в тот момент, когда мне нужно 100%, он выдаст все свои 55 киловатт, не задумываясь ни на секунду. Катаются они там, понимаете ли, я тут пешком хожу, снимаю. 1,5 месяца ездишь, да? Да. 1,5 месяца и 4000 километров проехал. За это время какие-то замечания были по машине?
У меня один раз она не открылась с брелка, но в принципе есть ключ. То есть открыл ключом дверь, и после этого проблема пропала. Но можно ее открыть, закрыть, разблокировать, включить кондиционер. Все можно через приложение в телефоне. Система управления вся есть. Я могу посмотреть состояние батарейки, могу посмотреть, в каком состоянии замки, закрыты ли все дверки, сколько у меня там процентов заряда, как она сейчас стоит на стоянке, там заряжается, сколько ей нужно времени до полной зарядки. То есть вся информация полностью всегда отображается. Других каких-то проблем я не замечал и, надеюсь, никогда не замечу. Основное меню переключается на английский, навигация, основные параметры по машине, кондиционер, телефон подключается по Bluetooth, можно разговаривать, громкая связь работает нормально. Основные настройки машины, в которой как раз Wi-Fi, Bluetooth, точка доступа, голосовой помощник, но он на китайском, с которым я не умею общаться, к сожалению. Апдейтов пока не было. Изменение тем, классика, техно, спорт, меняется тема отображения приборной панели, да, меняется здесь и здесь. Водительский экран можно изменить отдельно, то есть поставить разные темы, отдельно сюда тему, отдельно сюда тему. Отзывчивость тачскрина как хорошая? Да, хороший, емкостной тачскрин, как на телефоне, какой-то разницы по отзывчивости я не замечаю. Full HD, 10,5 дюймов. 10,5 каждый. Каждый, да, одинаковых два экрана. В более дешевой комплектации там стоит HD экран, и у него уже заметны пиксели. Ночью не слепят экраны? Нет, автоматически глушится яркость, как только включаешь фары. А фары включаются вручную? Фары включаются. Датчика нету? Нет, датчика нету. Вот я сейчас включил фары, яркость уменьшилась. Выключил фары, яркость увеличилась. Перемотка вперед-назад по трекам, громкость. Отключить полностью динамик. Здесь выбор источника звука. Либо радио, либо флешка, да, там, либо Bluetooth. Здесь дополнительное меню, которое отображается там же, которое можно настраивать под себя, показывает для каждой темы свои опции. Ну и кнопка голосового помощника, с которым я не общаюсь. Она стоит 75 тысяч по цене производителя, заявленной на сайте. По приходу в салон на вопрос, а будут ли какие-то скидки, так как там должны быть субсидии от правительства, Китая и тому подобное, нам просто сказали, говорит, с скидками это очень долго, с субсидиями, говорит, давайте мы вам просто сразу делаем 10 тысяч юаней скидку, цена будет 65 тысяч. Все то же самое, повторение кнопок, которые на руле, но это, наверное, больше для навигатора, который сидит на пассажирском сидении. Он может добавить громкость, войти в основное меню, переключать треки, включить кондиционер, здесь настроить температуру кондиционера, переключение режимов, обдув переднего стекла, если вдруг запотело. Здесь переключаются режимы, которые возможны для кондиционера. Режимов 4. Да, ну и скорость вентилятора меняется. Либо нажатием на одну из них, либо просто проводкой и полностью выключение. Здесь точно так же сенсорная температура и режим кондиционер. Печка, кстати, жрет раза в 2, наверное, больше, чем кондиционер. Да. Снизу разъем USB, да? И поддерживает, да, проигрывание аудио, видеофайлов с USB накопителей и обычный прикуриватель. Так, переключатель скорости обычный РНДС. У нас
R&D, вернее, и плюс S Sport режим. И плюс еще есть режим Long Range, который включается через меню, да? А через меню где? Отдельно в меню включается. Написано, что он доступен в режиме драйв и ограничит скорость до 70 км. У меня не получается его часто использовать. Просто становится скучно ехать на этой машине. Упираешься в 70 километров, а особенно на трассе это может быть даже опасно, учитывая, что я выезжаю на трассы, в которых ограничение 100 км в час. И если поток едет 100 км, а ты едешь 70, ты создаешь опасность для других участников движения. Поэтому этот режим можно максимум в городе использовать где-то. Так, ну и парковка у тебя получается две кнопки. Это есть ручной тормоз и паркинг. Да. Включается режим паркинга, автоматически включается ручной тормоз. Подлокотники, бардачок есть? Да, тут Небольшая, маленькая кнопочка, да? в принципе, бутылка воды помещается. Подстаканники. Подстаканники у нас здесь. Здесь пока они используются как для всего. А выдвижные упоры-то есть? Нету! Бардачок, Стандартный бардачок. не слишком огромный, да, но хватает для бардака. Тут, наверное, многие заметили вот этот держатель и подумали, что это стандартный идет с установкой. Это ты поставил отдельно, да? Отдельно Xiaomi. Xiaomi. Сразу с беспроводной зарядкой ставлю телефон, он автоматически начинает заряжаться. Отдельно покупался еще регистратор, потому что на китайских дорогах без регистратора потом очень сложно кому-то доказать, что ты был не виноват. Ручки зажали. Места под ручки есть, но ручки зажали всем пассажирам. Регулировка кресла. Какая? Вперед-назад. Так, наверное, даже слишком. Вот. Вот в таком режиме для меня нормально. И здесь уже... Тебе высоты руля хватает, да? Мне высоты руля, да, хватает полностью, потому что мне нужно видеть поворотник. Он настолько тихо, его в салоне не слышно, когда он включен, что если он не будет бросаться в глаза, как раз он идет самой верхней строчкой, если его начнет перекрывать руль, то я могу просто забыть о нем. У тебя рост какой? Рост 185. 185. Такой же, как у меня. Наверное, просто длина ног разная. Да, ноги разные. Поэтому я здесь помещаюсь, а ты уже нет. самому собой будет, я думаю, комфортнее. Да, намного, потому что я сиденье подвигаю ближе. И, соответственно, здесь я помещусь тоже спокойнее. У меня даже еще место остается, коленки не упираются. Высоты потолка хватает? Я думаю, что здесь еще сантиметров 10 точно остается. Центральный замок здесь идет запирание через кнопку, да? Да, либо автоматическое срабатывание, либо через кнопку. Здесь также обнаружил детский замок, для того, чтобы дети не смогли открыть. Так, и не посмотрели мы еще багажник. Наверное, огромнейший багажник. Багажник, я думаю, стандартный для такого размера автомобилей. Кабель для зарядки, потому что далеко не все зарядки оборудованы своими кабелями, по крайней мере у нас в комплексе. Пришлось докупить отдельно кабель. Я тоже об этом не задумывался и не сталкивался, пока не пришлось. Вот обычный кабель, только отличается длиной штекера. Этот в машину, этот в колонку. В принципе, сейчас есть машины, тот же BYD выпускает, у которых есть реверсная зарядка. Они могут зарядить другую машину. Вот. То есть вот с таким кабелем подъедет машина, воткнет себе, включит у себя режим реверсной зарядки и может кого-нибудь заряжать. Ниша, да, есть. Довольно неплохая ниша. Ниша, в принципе, даже ее, я думаю, хватило бы на запаску. Если вытащить. А вопрос, а зачем ты вывозишь вот этот вот? Да, я как-то и не задумывался. Вот ниши, я думаю, что как раз под запаску. Здесь же у нас колеса какой толщины идут? 175 миллиметров. Как раз. Так. Изначально, как у Антона было, да, у него нужно было садиться только в таком положении, то есть ногу нужно было закидывать. У тебя же уже руль здесь скошенный, это хорошо, я могу, соответственно, спокойно залезать. Так, регулировка руля есть, да? Это максимальное положение? Да, максимально вверх сейчас стоит. Максимально вверх. Вот, побольше здесь, потому что у Антона совсем чуть-чуть
небольшой совсем запас хода. Что интересно, вот ты нам, кстати, указал на этот момент, что когда рекуперация у тебя срабатывает, у тебя также срабатывает стоп-сигнал. У Антона не срабатывает. И это, конечно, небезопасно, я бы сказал так. Ну, той машине, которая едет за тобой, да, Да. она не понимает, будешь ты тормозить сейчас или нет. Если мы едем в движении, я могу переключаться между драйв Да. и спорт? Без проблем. Не надо нажимать Ничего не надо всё нажимать. переключать. Приятное управление, шумка хорошая. Всегда удивляюсь, когда в бюджетных автомобилях такого класса, да, за такую стоимость стоит хорошая такая шумоизоляция. Не сравнить с Chery EQ1. У Антона, кстати, у него под капотом стоит шумоизоляция дополнительная, которая, в принципе, она заглушает звук мотора. Это, я думаю, можно даже как опцию себе сделать, просто поставить самостоятельно. У тебя, скорее всего, здесь нет ее. В этом месте вот ставят шумоизоляцию, и двигатель становится тише слышно. Вот у Антона есть такая. Мне кажется, там больше, чтобы его не было слышно, должна быть шумоизоляция с салоном, но она здесь как бы есть. А охлаждение контроллера, охлаждение двигателя жидкостная, батарейка, к сожалению, воздушная. Ну, в такого класса машине за такую стоимость поставить как бы еще Охлаждения не будет. и водяное охлаждение на батарейку, это было бы уже, наверное, очень жирно. А батарейка какая стоит? Хороший вопрос. Емкость? Литий, да. Просто. Расходники у машины какие? Омывайка, тормозную жидкость добавить. Да, на этом, в принципе, и все. Тормозная, да. Это у нас, по-моему, система охлаждения. Да, кулинг. Вот. И здесь омываечка. Гарантия 8 лет, 120 тысяч километров пробега. Что первое? Что первое выйдет? Батарейка в это входит? Да. Или у Не, батарейка в это входит. У нее не отдельная гарантия, она те же 8 лет. Качество картинки тоже неплохое. Мне теперь интересно самому за собой сесть. Место побольше, чем в Антона машине. То есть как бы некомфортно, но можно сидеть, по крайней мере. Я смотрю, ты ноги-то запихнул. Да, ноги запихнул. У меня так вообще не получится. Сидушечка утапливается. И небольшой подпор под подляжки есть. Поищем косячки давайте, да? А то что-то Александр все по красоте говорит. Мне вот, ну, опять же, это будут придирки такие сейчас, конечно. Мне не нравится руль. Он жесткий, очень жесткий и тонкий. Дальше вот этот цвет кнопок. Он, вот сейчас мы сидим, приглушенный свет, и мне не видно здесь, что на этих кнопках обозначено. Подсветки здесь нету, и сливается. То есть серые кнопки и вот эти серые надписи, они сливаются. Это понятно, что дело привычки, но тем не менее, как минус, да, можно это обозначить. Что по скрипам? По скрипам все довольно хорошо. Ничего не скрипит. Это бюджетный автомобиль, поэтому здесь, конечно же, идет все пластик. Это пластик, он жесткий, он твердый, как и должно быть. Вставочки интересные, это глянцевая вставка, красиво очень смотрится. Высота руля. Антон, посмотри, какой ход. По больному тебе побью. Подстаканники, мне кажется, сделаны неудобно. Консоль перекрывает, да, подстаканник. Да. Второй Да. только доступен для... А второй, вообще-то там непонятно, как его вытащить оттуда. Что касается педалей. Педальки расположены здесь очень хорошо. На большом расстоянии. Ничего не цепляется. То есть спокойно можно передвигаться. Ребят, сейчас вот, если вы слышите звук, я нажал на тормоз, включился компрессор, который подкачивает тормозную жидкость в систему. Вопрос, для чего? Бачок тормозной жидкости, он с нее подкачивает в систему, чтобы там было давление стандартное. То есть получается, когда мы ставим на парковку, давление уходит из системы. Я думаю, что это даже в работе, потому что во время движения на автомобиле я тоже слышу, что включается компрессор, и он подкачивает давление тормозной жидкости. Селектор в виде шайбы, ну, как я уже много раз говорил, мне не нравится. В остальном, честно говоря, ребят, я поражен, да, что такое оснащение у автомобиля, который стоит 65 тысяч юаней. Здесь у нас установлен модем с интернетом на 3 года. Вот эта панелька тоже выполнена так красиво, симпатично, все по-современному. Цена
автомобиля, да, у нас получается 65 тысяч юаней, это получилось в максималке. Есть еще стандартная комплектация, дешевле на 5000 юаней. В стандартной базе такие же дисплеи стоят, но качество экрана будет похуже. Вот, и отсутствуют кое-какие опции. Но, ребята, Changan делает E-Star еще дешевле. Похожая моделька, но без вот этих мониторов, без всего прочего, без вот этой дорогой, вот этой вот гарнитуры всей, которая стоит 30 тысяч юаней. И на нее мы обзор уже сняли. А теперь мы узнаем, стоит ли брать эту машину или нет. Кто об этом нам скажет? Правильно, Антон. Так, сейчас я приеду, все и расскажу. Окей? Давай. Слушай, ну бешеная белка, конечно. Класс. Я еще со студенческих времен являюсь фанатом заряженных хэтчбеков, и она такой является. Машина водится превосходно, ощущения классные. Даже когда чуть-чуть руль выворачиваешь, она теряет сцепление с дорогой, и тапку в пол, и она прям шлифует на сухом асфальте. Класс, здорово. Даже сам дизайн говорит за то, что она агрессивная. Удовольствие есть. Про внутреннее убранство уже вы рассказали. Я давай вернусь к баранам, к рубрике «Взял бы Антоха или не взял?» Не взял бы. Потому что, к сожалению, на данный момент уже есть конкурентны и по цене, и по объему, в принципе, машины. То есть я бы сказал, что жизнь электрокаров в Китае, она скоротечна. Ты можешь попасть очень сильно в плане на свои эмоции, разочарования, купив какую-то машину, а через месяц увидев, что есть уже лучше. И не то, чтобы она будет когда-то, она уже есть, она уже стоит в салонах, ты можешь приехать, заплатить кэш и уехать прямо на ней. И давай ее сравним вот с машинкой, вот в описании, которая сейчас появилась, вот здесь. Вы можете посмотреть обзор, если уже есть. Nedge Neta V. Она по размерам уже больше. Там уже как SUV идет, а не как хэтчбэк. Она по мощности, у нее уже 90 киловатт и 70 киловатт движок. Дальность хода 400 километров против 300. То есть, а цена уже ниже. Ниже, чем вот топ этой версии. Может быть, вы скажете, ну там может быть салон не такой. Да такой салон, еще и лучше даже где-то в каком-то плане. Огромный тесловский дисплей, хорошая информационная панель. То есть, ну, вот как сейчас в Китае брать новую машину, я не знаю. То есть, как-то приходится, наверное, мириться с тем, что ты уже взял что-то, и ты этим довольствуешься. Спасибо за просмотр данного ролика. Надеюсь, вам все понравилось. Если понравилось или не понравилось, напишите в комментариях свои эмоции, свои впечатления и пожелания, конечно же, для следующих роликов. Ну, а с вами была компания PandaWay. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.